Дорогие друзья, дамы и господа, в этом 9-м эпизоде моего романа-ремейка «Я жена Асура» я продолжаю представлять историю разлученной вечной пары. В предыдущих эпизодах я описала, что вследствие проклятия вечная пара оказалась разлученной, из-за чего муж стал Асуром, а жена стала уничтожителем Асуров. И я описала, как жена 40 раз воплощалась в ассурических мирах по зову своего вечного мужа и уничтожала 40 самых мощных, самых недосягаемых асуров. В предыдущем 8-м эпизоде я представила одну из причин, почему же она все эти 40 раз шла по одному и тому же сценарию. И у нее был почерк, благодаря которому можно было понять, что все эти 40 акций были сделаны одной и той же личностью. В этом 9-м эпизоде я представлю вторую причину, почему же она шла по одному и тому же шаблону. Итак, в этом романе-ремейке «Я жена Асура», я вечная жена, у меня есть вечный муж, и мы с ним вечная пара. И я, приходя в ассурические миры по зову моего вечного мужа, уничтожила там 40 самых мощных, наисильнейших, недосягаемых асуров. В результате этого я получила еще одно проклятие теперь от асуров. Первое проклятие было от какого-то мудреца. В том проклятии говорилось, что я буду без своего мужа, а у него не будет своих детей. Из-за того проклятия он стал асуром, а я стала уничтожителем асуров, и мы с ним никак не могли быть вместе. Мой муж Асур призывал меня к себе в ассурические миры, и я не могла не ответить на его зов. Я приходила к нему в ассурические миры, но из-за проклятия, что я не могу быть со своим мужем, я не была с ним. Я 40 раз воплощалась в ассурических мирах по зову моего вечного мужа и уничтожила там 40 наисильнейших недосягаемых асуров, каждый раз следуя одному и тому же сценарию, действуя по одному и тому же шаблону с одним и тем же почерком. И это не было нашим упущением. Это было нужно для получения мной второго проклятия. Кто-то из асуров после нашей 40-й акции по уничтожению наисильнейших асуров проклял меня, чтобы то, из-за чего я уничтожила тех 40 асуров, со мной сделал мой настоящий муж. А откуда они узнали, что у меня есть мой настоящий вечный муж, я не знаю. Но так или иначе, кто-то из асуров меня проклял. И, насколько я понимаю, слова этого проклятия были вложены в сознание того, кто меня проклял, именно мной. И это проклятие легло в основу раскола, завершения действия первого проклятия, в котором говорилось, что я должна быть без своего мужа. Ведь в соответствии со вторым проклятием, чтобы мой вечный муж мог сделать со мной то, из-за чего я уничтожила тех 40 асуров, я должна была быть с ним, с моим вечным мужем, как с мужем, вместе. Ведь я уничтожила тех асуров из-за того, что каждый из них, каждое мое воплощение там, женившись на мне, отдал меня, свою жену, своим дружкам в их оргии. И второе проклятие должно было привести меня в ту же самую ситуацию, но уже когда моим мужем был бы мой настоящий вечный муж. Но из-за первого проклятия это было невозможно. Я не должна была быть с ним по тому первому проклятию. И получается, что чтобы второе проклятие могло исполниться, нужно было, чтобы мы с моим вечным мужем стали вместе, как муж и жена, что было совершенно невозможно при первом проклятии. Одно проклятие противоречило другому проклятию, и получилось, что как клин клином вышибают, как одну колючку убирают другой колючкой, и как один огонь гасит другим огнем, так же и второе проклятие было нужно, чтобы первое прекратило свое действие, чтобы вторым проклятием вышибить первое проклятие, убрать первое проклятие, погасить первое проклятие. И, в принципе, именно это и было для меня главным, ради чего я оставляла свой почерк при тех 40 акциях по уничтожению 40 наисильнейших недосягаемых асуров. Второе проклятие было призвано вышибить первое проклятие. Одно проклятие разлучило вечную пару, а второе проклятие должно было соединить. И именно для этого я действовала по одному шаблону, вызывая огонь на себя. И это является самым главным, ради чего мы допускали такое упущение в своих действиях, как прослеживаемость того, что это сделала одна и та же личность. Но чтобы это воссоединение
в соответствии со вторым проклятием все-таки случилось без отягчающих последствий, требовалось особое действие, особые условия. Ведь во втором проклятии говорилось, что мой вечный муж должен был сделать то, из-за чего я уничтожила этих 40 асуров. То есть он должен был стать моим мужем и должен был отдать меня своим дружкам в их оргии. Но это было бы ужасное преступление. И он бы понес за это ужасное наказание, несоизмеримое с тем, что понесли бы те уничтоженные мной асуры, так как они-то были мне никто. Да, каждое новое воплощение какой-то из асуров становился моим мужем, но, по сути, он был мне никем, потому что я являюсь вечной женой, и у меня есть вечный муж, и только он является моим настоящим мужем. А это просто проходящие какие-то экземпляры. Проходимцы. И за то, что этот проходимец нарушил свою мужскую дхарму, и вместо того, чтобы защитить свою жену, он ее отдал своим дружкам в оргии, он, конечно, должен был понести наказание. Но если бы то же самое сделал бы со мной не какой-то проходимец в череде воплощений, ставший моим мужем, а мой настоящий, вечный муж, с которым мы были парой еще в духовном мире, то это повлекло бы ужасные последствия для него. Ужасное наказание, конечно же, где-то в адских мирах очень, очень жестоко и сурово. И также это было опасно и для меня, потому что если бы мой вечный муж сделал бы со мной то же, что делали те асуры, отдал бы меня своим дружкам в их оргии, то я бы через какое-то время узнала бы об этом и тоже уничтожила бы его. Но это из ряда вон выходящее явление. Вечная жена убила своего вечного мужа. Этому не было бы никакого оправдания. Даже того, что за унижение женщины мужчина платит своей жизнью. Тут была бы совершенно иная плоскость, и работали бы совершенно иные законы. Ведь он был не просто мужем на одну жизнь, на одно воплощение, он был моим вечным мужем. Мы были с ним парой еще в духовном мире, до того, как мы с ним тоже вместе упали в материальный мир. И это совсем другая юрисдикция. Это было недопустимо. И чтобы снивелировать действие второго проклятия, чтобы оно все-таки могло свершиться, а также чтобы первому проклятию пришел конец, нужно было что-то особенное. И об этом особенном пойдет речь в следующем 10-м эпизоде. А на сегодня все. Всего доброго, удачи вам всем, всех благ. С вами была Светлана Винодавани. Продолжение следует.